Здравствуйте, друзья! Сегодня 4-я неделя по Пасхе. Но тут надо сразу объяснить, что это всего лишь 3-е воскресенье после Пасхи, но так на самом деле по-славянски считается и самый день Пасхи, поэтому день сегодняшний называется 4-я неделя по Пасхе. И мы читаем сегодняшнее Евангелие, которое взято из 5 главы Евангелия от Иоанна. Был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифизда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его, лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Дело же это было в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал ему: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто это тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. О чем нам говорит этот рассказ об исцелении человека, которого обычно по-славянски называют расслабленным? Но прежде всего нам говорит о печальном состоянии этого человека. Он парализован, и вот целых 38 лет ждет исцеления. И вот никак это исцеление не происходит. 38 лет, учитывая среднюю длительность, скажем так, жизни в то время, это очень долгий период. Это большая часть жизни, без всякого сомнения. Но здесь впечатляет другое. Не только то, что он парализован, его тело парализованное. Вот впечатляет то, что у него нет никого, кто мог бы ему помочь. Трагедия этого человека прежде всего в этом очень грустном отсутствии друзей. Вот мы в другом месте читаем в Евангелии о том, как 4 друзей привезли своего друга к Иисусу, чтобы он его исцелил. Они разобрали кровь дома, где находился Иисус. Вот это настоящие друзья. А вот у этого нашего сегодняшнего героя, у расслабленного, нет никого. И это самое ужасное, потому что это паралич не только тела, но и души. У него нет надежды. По крайней мере, он так думает, он в этом убежден. Именно потому, что нет никого.
Сколько в наших городах, особенно крупных, есть одиноких людей, брошенных людей, людей, у которых нет ни родственников, ни друзей, ни приятелей иногда. Сколько есть одиноких людей, которые не знают, к кому обращаться в случае нужды. Вот как, допустим, вот именно этот расслабленный. Это очень грустно, и для нас, христиан, это очень серьезный вопрос. Вот наши общины, они есть прежде всего дом для таких людей, для тех, у кого нет никого. Вот, пожалуй, то, о чем мы должны прежде всего думать. Иисус задает расслабленному, казалось бы, странный вопрос. Хочет ли быть здоров? Ну, представьте себе, 38 лет человек болеет. Конечно, он хочет. Он об этом мечтает. Мечтает каждый день, потому и находится брошенный возле вот этого бассейна в надежде, что вдруг кто-нибудь ему поможет, или что вдруг он сможет быстрее добраться до воды раньше других. И все же этот вопрос не такой странный и не такой очевидный для ответа. Дело в том, что очень часто, когда человек страдает, он отождествляется со своим страданием. Он видит только свое страдание и ничего другого. Почему Мария Магдалина не узнала воскресшего Христа? Потому что она страдала настолько, что не видела ничего другого. Почему ученики в Эмаусе не узнали его? И как пишет, удивительное выражение, пишет евангелист Лука, что их глаза были удержаны, потому что они были очень грустные, они были подавлены, а подавленный человек видит только свое страдание. Вот это и происходит с этим расслабленным. И потому вопрос Иисуса, хочешь ли быть здоров, он провокационный и очень важный, потому что он возбуждается вновь какой-то надежды в этом расслаблен. Когда человек объясняет Иисусу, что вот некому ему помочь, и потому он не успевает, когда возмущается эта вода, потому не исцеляется, то Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель свою и ходи». Вот происходит невообразимое и самое удивительное. Человек действительно находит в себе силы встать и идти. Он исцелен. Что здесь очень важно? Как мне кажется, очень важно, это тот факт, что Иисус не стал помогать ему спуститься в эту воду, потому что вода здесь была абсолютно ни при чем. Здесь нужна была вера. И вот потому Иисус исцеляет его без всякой воды. Мне кажется, здесь очень интересный один момент. Вот эта вода. Люди были уверены, что благодаря ей, этой воде, происходят какие-то исцеления. Это было такое благочестивое предание, традицию. Люди в это верили. Но суть в том, что, видимо, кто-то, и в том числе вот этот расслабленный, не понимали, что самое важное – это вера именно. И вот когда Иисус говорит: «Встань, возьми постель свою и ходи», вот возбуждается в этом человеке сама вера. И тогда ему уже совсем не нужна вода. И вот, как мне кажется, эта вода чрезвычайно важна в этом рассказе, потому что она играет роль условия. То есть все были убеждены, в том числе расслаблены, что необходимо спуститься в эту воду для исцеления. То есть это некое условие для исцеления. А оказывается, условия нет. Потому что вера может нам что-то дать безусловно.
Вот потому эта вода уже не нужна. Вот достаточно веры, доверия. Вот Господь сказал ему: встань, возьми постель свою. И он встал и взял постель. Он нашел в себе силы. Как часто мы ставим какие-то условия для нашего счастья. Вот как только у меня будет то-то и то-то и то-то, буду, наконец, счастливым. Как только выздоровлю, буду очень хорошо себя чувствовать. Как только смогу купить машину, квартиру. Или вот всегда есть какие-то условия для счастья. А вот этот сегодняшний рассказ нам говорит о том, что не нужны никакие условия. Счастье, оно есть. Потому что счастье именно в вере. Достаточно веры, доверия в Христе. Для расслабленного постель это символизирует его болезнь, его немощность. Но это также его средство передвижения, скажем так. Он может передвигаться только если кто-то ему поможет на этой постели. А вот отныне не его будут носить на постели, а он будет носить постель. Вот все меняется, все становится совершенно иным, другим. Это, наверное, символически означает, что и наша немощность, и наши болезни могут иногда в жизни нам помочь, если мы их принимаем со спокойным сердцем, с верой. Сегодня Господь и на нас смотрит, и нам задает тот же вопрос, что и расслабленному. Хочешь ли быть здоров? Он нам ничего не навязывает. Никакие рецепты. Это не как реклама. Нам постоянно что-то навязывает. Господь очень деликатно нам задает вопрос: хочешь ли быть здоров? То есть, хочешь ли быть со мной? Хочешь ли освободиться от всех своих слабостей, немощностей, и физических, и душевных, и духовных? Нам, наверное, надо всего лишь доверяться Ему. Вот это и есть вера. То есть найти в нас силу встать и идти. Итак, очень важны два глагола: «встань, возьми постель свою». Но также важный и третий глагол: «ходи». Что такое жизнь и что такое вера для нас? Это именно ходить. Это некое хождение следом за Господом. Это означает, что человек, который ходит, у него какой-то процесс жизненный. Вот так же мы ходим по жизни, если мы принимаем все, что на нашей доле, и радости, и проблемы, и здоровье, и немощности. Важно ходить, не останавливаться, не ждать то, чего мы не должны ждать. Как вот этот расслабленный ждал, когда наконец сможет спуститься в эту воду. Оказалось, это было не нужно, не обязательно. Потому что важнее была только вера в его сердце. Вот об этом нам говорит сегодняшний удивительный праздник. Христос воскресе, друзья!